Нашего чемпионата Республики Беларусь, известного очень белорусского шашиста Виталия Семеновича Ворошила. И я думаю, Виталий Семенович, давайте представьтесь, какие звания, какие лучшие результаты, ну и потом тогда зададим вам вопрос, если можно. Ну, наверное, все звания в прошлом. Ну, самое, так сказать, первое радостное. В 1978 году бронзовая медаль чемпионата СССР среди юношей. Тогда юноши играли в одном возрасте все до 18 лет, не делились от и до. Вот. Потом, чемпионом Беларуси среди юношей 4 раза был. Чемпионом Беларуси по почтовой переписке шашки 100. Так, когда-то тоже проводился такой чемпионат. Бронзовая медаль была у меня чемпионата Беларуси в очной игре в шашке 100. Вот. 4 раза играл в чемпионатах СССР среди юношей. Ну, лучший результат я уже назвал. Много играл по переписке, когда не было возможности играть, так сказать, очно. Был такой турнир, командный турнир чемпионата СССР. Самое интересное, в нашей команде играли я, Зоя Садовская, Валерий Свизинский, Игорь Рыбаков и Александр Шавандов. Нам удалось тогда занять второе место. Вот. Второе место по переписке. Ну, там играл много международных турниров, в частности, выигрывал несколько международных турниров в Польше. Вот, что еще? Ну, полюбились в последние годы шашки, так сказать, так называемые леталки 64. Принимал участие во многих районных и областных республиканских турнирах. Там, я их называю выходного дня. Там иногда даже добивался неплохих результатов. Был у меня дележ первое место с Плахиным, с Валюком. Причем удалось обыграть Андрея Валюка в том турнире. Ну, в целом вот так вот, как бы. Ну, занимаюсь еще шашечной композицией. Тоже последние лет 10, может больше, увлекся шашечной композицией, может уже 20. Там тоже есть результаты. Чемпион Беларуси по композиции шашки 64 по бразильской версии и призер там других разделов. Там дамочные проблемы и в стоклетке тоже были призовые места по композиции. В этюдах, в дамочных проблемах. Вот так. Ну, там в международных конкурсах там тоже принимал участие, но там побед не было. Так, скажите, вот я хочу два вопроса. Ну, я считаю, что интересных с детства. Как вы начали заниматься шашками? Потому что в последнее время появилось вот пару интервью Каца. Вот я хотел бы рассказать. Вы же у него занимались, да? Ну, поначалу, да. Но трудно сказать, как я начал заниматься шашками. Что-то мне так помнится. Ну, наверное, где-то в семье научился играть. У нас было, там, где я жил, Казарменный переулок, это недалеко от стадиона «Динамо», недалеко от речки. Там была у нас пионерская комната детская, и там очень часто проводились какие-то детские типа турниры. Там мне удавалось побеждать. Потом я попал, пошел в кинотеатр «Пионер», это недалеко в кино. И там проводил сеанс одновременной игры мастер спорта Давид Бержец. Ну, я его как-то неожиданно обыграл. Он меня пригласил к себе. Начал я к нему ходить в кружок в парке Горького. Он вел кружок шашек. Там другие ребята ходили, не знаю, где-то год, может меньше. Потом бросил, стало скучно. Потом опять пришел. А потом, как-то он направил на соревнования. Там полуфинал Минска был, по-моему, по шашкам, русским шашкам 64. Ну, играл я, конечно, тогда непрофессионально, будем говорить. И там встретил Каца, который меня заметил, пригласил к себе. Начал ходить я к Михаилу Александровичу на тренировки. К этому моменту я уже успел прочитать несколько книжек Купермана, в основном комбинации. Вот, и, так сказать, так называемые олимпийские турниры, которые проводил Кац, у нас там были такие интересные по выходным дням. Ходил я по воскресеньям сначала. Так называемые олимпийские турниры, там я их, в общем-то, побеждал с помощью различных комбинаций, в основном королевский удар, рикошет и так далее, которые я успел освоить. Вот, позиционная игра, конечно, у меня была совсем, ее не было, можно так сказать. Победы эти нравились, конечно, втянулся, стал ходить чаще на тренировки.
Ну и уже буквально там, через 4 года стал мастером спорта, 16 лет. Это выполнил как раз вот на чемпионате СССР, который я называл в 1978 году. Вот там 3-е место и норма мастера спорта. Потом в финале города Минска, там, наверное, через полгода, через год я подтвердил норму мастера спорта. Был, наверное, более счастлив, чем когда выполнил. Потому что тогда было такое понятие подтвержденный и неподтвержденный мастер спорта. Это звание давалось на 2 года. И как бы если мастер был не подтвержденный, то есть в течение 2 лет не подтвердил свое звание, тогда он считался для классификации как кандидат в мастера. То есть для присвоения звания другим участникам. Ну вот, в общем так. Да, это интересно. Скажите, пожалуйста, вот я знаю, что вы участвовали в одном чемпионате тогда с Александром Дыбманом, там у вас было, как у вас партия, вы помните, развивалась, когда-то, я помню, рассказывали мне. Очень интересно, я думаю, я играл людям. несколько раз. Во-первых, во всех чемпионатах СССР мы с ним встречались. Значит, потом играли мы на больших шашках с ним, на первой доске. Значит, одну я у него партию точно выиграл. Наверное, несколько ничьих было и несколько проиграл. Запомнилась партия на больших шашках. Там он уже был, наверное, на тот момент, если не чемпион СССР, то, наверное, очень сильный мастер. Я там вытянул очень тяжелую ничью. Значит, игра была командная. Это с командой Ленинграда. А Елена Альшуль играла со своей подругой по жизни, по-моему, Гейлер или Геи. Как-то там девочка. Было, но Гейлер, что было? Не Гейлер, а как-то по-другому немножко. Неважно. Так сказать, испытывая дружеские чувства, они довольно быстро сыграли в ничью. И Кац очень потом, так сказать, наезжал на Елену Борисовну, которая еще тогда была Лена. Ставил меня в пример, что я, мол, вот тут вытянул зубами партию, а ты тут подвела команду. Это, так сказать, такие юношеские. С Дыбманом всегда было интересно играть, и очень трудно. У него были тогда уже интересные идеи. Тогда, помнится, у него была идея вторжения по центру. Мне кажется, первый, наверное, начал пробовать, когда вторгался на поле 23-28 в любых позициях. Даже где-то в начале в дебюте. Потом, видимо, он отошел от этого. Это у него было такое интересное. С Дыбманом еще несколько интересных случаев вспоминается, если про Дыбмана рассказывать. Парень был интересный такой. Если можно, да. Увлеченный, он, значит, очень фанат шашек. То, что видел я расскажу то, что там рассказывали другие, может быть, это не совсем Да. правда. Один раз мы там кушали в ресторане в чемпионате СССР среди юношей. Дыбман попросил супчика 125 грамм. Обычно супчик наливали там 250, по-моему, или 500. Официант очень был обижен. Говорит, пуп земли тут, знаешь, начал выступать. Потом, как выяснилось, все-таки Дыбман действительно был пуп земли, стал чемпионом мира. Чемпионом мира. Был еще интересный случай, тоже играли мы турнир командный был такой турнир городов. И там играли Минск, Вильнюс, Рига, наверное, Таллин, Ленинград и, по-моему, молдавская какая-то команда. На юношеской доске тогда Дыбман играл с Пашкевич. Где-то в цветноте он побил как бы неправильно. Надо было бить большинство, там, скажем, вместо 4 побил 3 шашки. И получался выигрыш. Пашкевич заметила, сразу его поправила. Он тут же восстановил позицию. То есть это было, если не специально сделано, то, наверное, во всяком случае, говорит о том, что он как бы четко держал позицию в уме. Что еще? Был смешной случай, я это описывал, да. В том же турнире городов мы играли на второй доске, играл с легендарным Сергеем Маншиным, международный мастер тренера Дыбмана. Сергей Сергеевич, помню, конечно. Да, я его там немножко придавил в коловой позиции. Как бы у него там появились проблемы. Подходит Дыбман ко мне и говорит: Виталик, тебе Сергеевич предлагает ничью. Я так, немножко растерялся, говорю, я от него не слышал.
Мгм. Вот. Посмотрел на Кац, Кац говорит, соглашайся. Ну, я согласился. Вот. Ну, то, что помнится. Ну, Дыман хорошо играл в футбол, да. Вот тоже было интересно. В общем, плавал неплохо. Вот то, что я, так сказать, помню. Ну, там остальные истории пусть рассказывать другие. Нет, нет, ну да. Скажите, вот вы же учились в институте, тогда у вас преподавателем был Хацкевич или нет? Или я ошибаюсь, или это где-то, или чуть-чуть было? Да, я учился в МСХ, там работал, значит, Геннадий Ильич на кафедре высшей математики. Лично он у меня не был Мгм. преподавателем, потому что у меня были там другие преподаватели, но ощущалась поддержка Геннадия Ильича во всем. Там даже где-то он меня и в русской шашке немножко помогал учиться, и с математикой помогал. В общем, поддержка была от него у шашистов очень хорошая. Геннадий Ильич, ну, о нем хорошие впечатления остались. Был добродушным, всегда веселый, любил шутить. При этом был великолепный теоретик и практик шашек. Скажите, Виталий Семенович, вот меня интересует, скажите, вы ведете в нескольких газетах, я знаю, что рубрику, как там вот все-таки, как вы к этому пришли, интересно вам, и сколько людей вот пишут, как интересуются шашками? Может, такой момент Как расскажете? я к этому пришел? Ну, еще будучи пацаном, я сам читал эти, значит, отделы шашечные, которые вели Мгм. известные мастера Борис Агашин, неоднократный чемпион Беларуси по русским шашкам, там, значит, Ракитницкий вел тоже известный наш мэтр шашек, который вел на телевидении, белое и черное. Ну, интересовался этим давно, так сказать. Потом, ну, захотелось, наверное, что-то писать самому. Там, писал некоторые статьи, журнал «Шашки», писал статьи, был такой наш журнал «Шахматы, шашки» БССР. Мгм. Да, так, конечно. Туда писал статьи, ну, на шашечную тему, имеется в виду. Потом, когда я распределился, так сказать, на работу в сельское хозяйство, колхоз, Пуховический район, Мгм. ну, шашки как бы не первая любовь. Захотелось все-таки как-то приобщить людей к шашкам. Пошел в редакцию местной газеты, предложил свои услуги, они взялись. Так я стал вести первый отдел. Потом, когда я вернулся в Минск, ну, как-то само собой получилось, что вот в спортивной панораме стал. 10 лет вел спортивная панорама, обратилась в Белорусскую Федерацию, и как бы я взялся. 10 лет вел отдел шашек в спортивной панораме, выходил он раз в неделю. Потом, ну, сменил ушедшего, значит, Грушевский был такой у нас ведущий композитор и вел во многих шашечных отделах. Вот 3 газеты, которые он оставил, я стал вести в этих газетах. Ну, пишут не очень много, скажем так, по-разному. В основном это ветераны, иногда школьники. Вот. Ну, читают, как я знаю многие, потому что там с людьми встречаюсь. Говорят, вот мы смотрели твое отдел, читали, Мгм. решали, там, интересно и так далее. Ну, как бы это, наверное, в связи с тем, что я сам стал играть меньше, Мгм. а шашки не отпускают, поэтому вот занимаюсь композицией и, так сказать, шашечной журналистикой, небольшенькой такой. Вот пишу эти шашечные отделы. Виталий Семенович, такой провокационный вопрос, но вы заканчивали, то есть, подготовку, я там преподавателем всегда являюсь, да, скажите, есть ли у вас, может появиться когда-нибудь или появляется желание все-таки передать опыт молодежи? Да, Как вы на это это смотрите? желание давно у меня есть. Именно поэтому я и проходил эту переподготовку. Но все как-то какие-то факторы мешают этим заняться. Ну, хочется попробовать. Ну, не то, что попробовать. Когда-то я даже это пробовал, не имея подготовки, работая на заводе. Я Мгм. параллельно работал шашечным тренером с детьми. Сначала в спортивной школе профсоюзов. Там был у нас директор Высоцкий. Потом он Мгм. возглавил Да. дворец шашек и шахмат. Мгм. И в той школе прекратились занятия. Даже одно время я работал даже в Дешор, подменяя Каца, но недолго. Мгм. А потом, потом прекратил тренерскую деятельность. Ну, как бы это все хочется вернуться, но пока некоторые факторы мешают. Мгм.
Ну, да. Ну, скажите, вот сейчас, как бы вы оценили вот развитие шашек в Беларуси, что нам, ну, на ваш взгляд, что мешает, может, что лучше в Советском Союзе было? Потому что я вот вижу, допустим, много моментов, которые, естественно, в Советском Союзе лучше были, ну, там другое финансирование было, большое пространство, естественно, но вот чисто ваше мнение, как вы оцениваете развитие? Ну и может что-то улучшить надо, вот все-таки вы опытный человек, интересно ваше мнение очень, Ну, и каким образом может? я даже не знаю, как тут однозначно высказаться. С одной стороны, развитие очень хорошее. Много мастеров, гроссмейстеров, тренера работают. Есть результаты, очень много результатов юношеских, так сказать, юниорских. Но в то же время мне кажется, что очень большой упор пошел на шашки 64, а шашки 100 несколько в забвение, забыты. Даже мастера, которые появляются, они потом куда-то пропадают. И как бы у нас уже нет преемственности поколений в шашке 100. Тут надо что-то делать. Что делать? Мне казалось, что надо сделать, как когда-то был у нас турнир мастеров, молодых мастеров. Там играли у нас 7 сильнейших мастеров Белоруссии на тот момент и 7 сильнейших юношей. Играли такие мастера, как Шульман, Кац, там, Файнберг, Геллер, Шавель. Было очень интересно мне, как вот юному кандидату с ними тягаться. Мы в этом или в прошлом году провели такой турнир, но он как-то прошел со скрипом, без особого желания со стороны мастеров и со стороны кандидатов. Надо что-то думать по развитию стоклеток. Что конкретно, мне сейчас трудно сказать с налета. Возможно, больше турниров. Может быть, еще разница в том, что мы, когда в юношах играли, у нас было как какое-то разделение. Я играл только в стоклетке, и многие мои друзья, тоже Евгений Ватутин, Александр Пресман, Пашкевич, Альшуль, играли только в стоклетке. В шашке 64, ну, играли мы очень редко, если играли. А я смотрю, наблюдая за нынешним поколением, они играют во все виды шашек. Для них это как-то перейти с одной доски на другую не составляет как бы труда, но результатов в стоклетках почему-то нет. Да, тут надо нам, конечно, думать, это понятно. Тут есть объективная, субъективная Может, причина, надо, конечно, думать, какие-то конечно. турниры, какие-то сборы с ведущими мастерами, гроссмейстерами проводить. Может, даже появляются неплохие ребята, я вот наблюдаю даже в районных городах, в областных. Вот надо с ними какие-то, может, какие-то сборы с ними проводить. Сейчас же много возможностей, тоже там онлайн можно делать какие-то тренировки. Так. Ну да, в принципе, конечно. Ну, да, спасибо вот за мнение. Почему я сейчас вот, может, даже пару интервью хочу сделать, может, все-таки люди выскажутся некоторые моменты, может, какие-то сделаем выводы. То есть у меня какие-то моменты есть высказаться по этому поводу. Хотелось бы, чтобы что-то, конечно, с одной стороны, все действительно хорошо в шашках. У нас в республике тут и финансирование, и все, но с другой стороны, есть, конечно, проблемы определенные. Да, и вроде бы техника двинулась, да, поэтому вот я хочу, чтобы высказались все-таки наши ведущие. Даже, может, кто-то в комментариях вот интересные моменты расскажет. Виталий Семенович, я хотел бы, чтобы вы все-таки показали нам что-то на шашечной доске. Вот мы попросили вас. И... Ну, я покажу несколько композиций, Да. наверное, которые, в общем-то, будем говорить, так, многие тренера у нас, ну, как это сказать, правильно занижают ее достоинство. Ну, наверное, потому что в некоторых композициях там тяжело расставлены шашки, когда на них смотришь, я вот как практик в первую очередь, я, конечно, себя отношу к практикам. Мне тоже иногда не хочется решать композиции, где шашки набросаны непонятно как. Это тяжело. Но есть много композиций, в которых шашки, в принципе, стоят нормально. Нормально, и их можно решать, там интересные идеи, и для расчета, на мой взгляд, это тоже годится. Ну вот, например, дамочная композиция, которую я составил тут на днях, она несложная. Ну вот как бы здесь почти, можно сказать, почти, скажем, игровая позиция. Ну, примерно она стояла такая, тут дамка каким-то образом тут оказалась.
Угу. Значит, тут белые как бы напали, но черные отошли. Тут можно было им ничего сделать по-другому. Ну, мы Но доску, они- да, я извиняюсь, доску чуть. Ну, неправильно, но это ж не важно. Да. Мы все понимают, что там C1. Я от себя показываю. Да, да, да. Черные отошли, и здесь у белых несложный выигрыш композиционный. Значит, отдается так. Бьется 2. Дамка должна побить сюда. Черные проникают в дамки. Угу. Как бы вроде ничья. Но здесь белые отскакивают. Так. И так. И получается у нас оппозиция. Вот это, то есть, ну, это как бы вот в композиции надо, чтобы финал был чистый. Если в практической игре достаточно там проникнуть в дамки и без 2 шашек, допустим, победить потом, это красиво все, то в композиции требования первейшей композиции, чтобы финал был чистый. Ну вот, например, еще одна позиция несложная. Я тоже недавно составил. Ну, она композиция-то развивает очень сильно мышление, причем другую сторону мышления. Это очень хорошо, кстати. Перевернем, Тот, кто составляет, я по-хорошему завидую. Ну, поначалу я не скажу, составлял что у меня никогда. это шло, когда я только это начинал, 20 лет назад, шло это тяжело. Потом как-то стало гораздо легче. Уже как-то знаю, идеи мы получать. Ну вот как бы игровая совершенно позиция русские шашки. Черные пытаются сделать ничью, напали. Напали черные, как тут белым выиграть? Ну, как бы вот это, ну, как бы вот так просто не выиграешь, потому что последует так, так. И выиграть тут не получится. Вот, значит, что делать? Значит, так, дальше белым. Как тут выиграть? Ну, эти все ходы, наверное, тоже не выигрывают. Это потом можете разобраться самостоятельно. Ну, тут находится такой вроде простой ход. Значит, бой-бой. Что делать черным? Это все просто проигрывает. Как бы они находят контрудар здесь. Как бы вот раз, провели контрудар. Провели контрудар. Ну и вроде все нормально. Но тут наступает опять оппозиция. Черные не прорывались. Да, красиво. Ну, на мой взгляд, совершенно практичная позиция. И вполне для решения, наверное. Да, и детям расчет, кстати, развивается. Раньше же, как мы сейчас уже специальные какие-то упражнения для развития, в принципе, расчеты даем. А раньше расчет развивался в комбинациях, в первую очередь. Наверное, да, Виталий Семенович? Да, так, да, потому что мы решали много комбинаций. очень много, да. Ну вот еще, например, одна такая простенькая. Сейчас попытаюсь вспомнить. Может, не удастся вспомнить. Ну, наверное, такая. Точно не помню. По-моему, такая. Ну вот черные как бы тоже напали вместо того, чтобы идти в дамки. Напали, решили тут. Ну, тут их ожидало разочарование. Так. Бой. Бьем. И выясняется, что теперь так нельзя из-за так и так. Да, вроде бы простенько, вроде бы и сложно. Вот такая композиция. Ну, еще, так сказать, известный, наверное, тот, кто играет в шашки, должен этот момент, этот прием знать. Ну вот, как бы, скажем, такая позиция. 5 на 5. Ну, белые там напали, черные отошли, ошибочно отошли. Ну, тут следует такой скромный разменчик. И, наверное, все знают этот финал. Ну, так нельзя. Значит, потому что белые проиграют, а выиграют они вот так. И теперь там понятно, что получается, если так, то запирание. Для расчета можно давать детям, конечно, очень хорошую позицию. Так, а если ну, там-то, то просто так. Ну, вот такие, так сказать, шашечные. Да, Виталий Семенович, мы вас хотим поблагодарить за интервью. То есть, интересно ваше мнение.
Интересно, вот даже история меня тоже очень сильно интересует. Тем более у нас вот Виталий Александрович Аниська много сейчас вот публикует и на сайте моментов, и тем более вот ваши дополнения, рассказы очень интересные. Большое вам спасибо. Ну и до новых встреч. Продолжайте радовать нас Спасибо. и судейством, да, и композициями. Ну и надеемся, будете тренировать все-таки. Вот у меня большая надежда. Спасибо. Да, да, спасибо.